Хоу-хоу-хоу! Merry Christmas! Ребятушки, добро пожаловать на канал. Всех с наступающими праздниками, хорошего вам настроения, чтобы у вас было все хорошо. Вот, и сегодня я вам расскажу тот самый долгожданный момент, как оптимизировать уже этот сталкер, как уже действительно кайфовать от этой игры. Поэтому с вас, ребятушки, подписка, потому что без нее никак. Алгоритмы Ютуба только продвигают видео те, которые люди подписываются, не только там, где у вас лайки. За лайк вообще респект, это вообще уважуха. Вот. И давайте я вам сегодня покажу все-таки, как уже избавиться от этой утечки к памяти. Вот. Вам покажу самые лучшие моды, как устранить вот эти утечки, как поднять ваш FPS. Вот. Как вы видите, вот мы зашли в сталкер, и я вам буквально покажу, как у меня вообще оно работало. Сделаем утечку памяти. Да, сделаем. Вы что думаете? Да я все могу. А вот мы находимся, как обычно, на свалке. Здесь считается самая такая моя тестированная зона, кто не видел. А вот поэтому давайте пробежимся, посмотрим, что к чему. Ребятушки, ну а вам добра и позитивчика. Как вы видите, как только мы заходим в город, у нас идут вот эти просадки. Потому что здесь больше всего как бы прогружается у нас карта, локация. Вот. И как видите, сейчас будет расти ваша нагрузка на видеопамять и на процессор. И после этого образуется input lag. У вас вот это сразу падает снижение кадров. Невозможно играть. Сейчас я вам покажу это на нагляде. Сейчас я его призову. Что вы думаете, не призову? Да сейчас. Как вы видите, здесь тоже немножко пооптимизировали уже по графике. Настройки я вам все покажу, поэтому давайте сейчас немножко здесь побегаем. Давай, я знаю, что ты сейчас появишься. Объясню, как с этим бороться, объясню, как это все фиксить, поэтому не переключайтесь. Обязательно смотрите видео полностью, потому что многие смотрят, промотали, о, непонятно, ну и хрен с ним, а потом задаете вопросы. А вот, всегда стараюсь ответить на ваши вопросы, это очень важно. Огромное спасибо ребятам, которые тоже со мной делятся, которые тоже сталкиваются с такими-то проблемами. А вот, так что пишите комментарии, это тоже очень-очень важно. Ну что там, что там, блядь, смотри, работает. Я уже думал, блядь, сломать его. Давай. В общем, утечка происходит тогда, когда ваша видеокарта загружена на 100%. Да вот, 97, где-то здесь она, видите, ловит. Вот. И тогда у нас вот эта жесткая просадка. Хорошо, если он так не хочет, давайте сделаем следующее. Давайте поднимем графику, тогда она сразу словит. Допустим, мы ставим там эпично, да? Качество там, применяем это все дело. Сразу фризит оно и выкидывает нахрен. Прикол? Прикол. Ловим вот такого жука. А, вы не видите, секундочку. Вот, ловите вот такого жука, и у вас проблема. Вот, либо просадка сильного именно по FPS. Как с этим бороться, как с этим что делать, я обязательно сейчас все покажу. Так что саживаемся поудобнее. Если вам видос понравится, если у вас все получится, я буду только рад. Ну а с вас подписка. А вот, смотрите, ребятушки, самая главная проблема в этом, здесь обязательно нажимаем Send. Это вот эта утечка памяти, когда у вас сильно загружена, во-первых, видеопамять, вот, у вас сразу идет эта просадка очень сильная. Вот, как с этим бороться? Все многие знают как бы Nexus, вот, но мне ребята подсказали, что есть на Playground паренек, который так же само оптимизирует очень много раз, он тестировал на разных как бы конфигурациях ПК. Также он, если не ошибаюсь, также писал, что много смотрит зарубежных тоже ребят, которые тоже стараются это фиксить, поэтому за нему реально большой респект. Вот, ссылочка оставлю я вам в описании. Зовут как бы его там Владимир, если не ошибаюсь, а под ником Джокер. Вот. Что он делает? Смотрите, здесь переходите на сайт, заходите, нажимаете скачать, и нас интересует, смотрите, последнее же обновление он выпустил, версии 5, скачивайте эти файлы, и дальше вам покажу уже полноценные настроечки. Итак, первое, что у нас есть, если так видите, здесь есть как бы версия 4.1, есть 5.0. 5.0 это буквально вот сейчас он уже выложил, вот, и давайте посмотрим, что у нас идет в архиве. В архиве тоже куча папок, куча инструкций, тоже это старайтесь не забывать, читать. И напомню, если вы используете, либо вы обновляете ваш сталкер, допустим, там в Steam,
в геймпассе и так далее, вы также само должны обновлять где-то моды. Потому что моды уже как бы затачиваются под старую версию. Если у вас новая, оно может вам тоже вот делать такие ошибки, и вы ловите жука. Вот, спасибо за жука. Ну, дальше, смотрите, я уже раскинул это все по папкам, вам все прописал. Давайте немножко вот так вот сверну, чтобы вот здесь на этой стороне больше видели. Вот, и что нам нужно? Ребятушки, смотрите, самое первое классное, то, что здесь есть. Здесь я давайте вам поставлю список. Окей, все получается, успеваете. Вот. Работает это 100%, сам все тестировал. Я вам покажу, как забыть про эти уже лаги, забыть уже под низкий FPS. Расскажу полностью, как все исправить, чтобы у вас нормально была и графика, и все хорошо у вас работало. Поэтому, ребятушки, еще раз напоминаю, подписка важнее всего. Спасибо. Ну и лайк, если вам не жалко. Спасибо. Итак, начнем. Смотрите, самое первое, здесь есть инструкция. Я немножко ее там подкорректировал, но автор очень, как говорится, все расписал, все молодец, и за это тоже ему респект. Итак, первое, что мы должны сделать, это поставить файл, который нам поможет настроить именно, если не ошибаюсь, где он, что он тут писал, основной мод, который очень значительно повышает ваш FPS. Вот. Разархивировать этот архив, и у нас здесь так же самое он написал, есть куча инструкций. Вот заходите, все это читаете, в принципе тут ничего сложного нету. Дальше нас интересует вот этот буст обновления, основная версия моды, значительно которая повышает производительность без ущерба. Давайте я здесь тоже самое вам поставлю список, чтобы оно вот так вот было более вам понятно. Вот, и смотрите, что у нас здесь есть. Здесь еще куча папочек. Вот, но здесь это все сделано правильно, потому что, смотрите, если у вас, если вы хотите офигенное разрешение, офигенная производительность, вот, то ставите архив, который у нас с ультра. Оно улучшает качество моделей на расстоянии, улучшает производительность и так далее. Тогда устанавливайте пакет ультра. Если вы хотите действительно более стабильный FPS, но при этом чуть-чуть будет хуже графика, то ставьте пак под FPS Boost и с незначительными повышениями без ущерба. Понятно, да? Вот. Я на самом деле использую это, потому что он более такой, ну как бы сказать, стабильный что ли, и у меня действительно большой прирост FPS, за это реально круто. Вот дальше тут и вы также сам можете там немножко поиграться с освещением. Вот, ну я пока это там сильно не убирал, но это как тоже по желанию можете спокойно ставить. Есть. Смотрите, как это все устанавливать. Так же самое, здесь все он расписал, ну не полностью. Вот, желательно вернуться к тому файлу, где у нас была инструкция основная. Это вот здесь, напоминаю, видите, инструкция обязательно к прочтению. Вот, и там указано, что если вы ставите FPS Boost, здесь вот есть файлик Engine Ini, и его нужно перенести непосредственно в вашу игру. Вот, непосредственно куда, вы спросите? А я вам сейчас расскажу. Думаете, не расскажу? Расскажу. Итак, первое. Так, вот это мой файлик. Я тут уже расписал. В общем, вам нужно этот файлик перенести. Смотрите, AppData, Local, Stalker 2, Saved, Config, Windows. Вы спросите, боже, как это сложно, тем более есть люди, которые первый раз смотрят, я вам все покажу. Нажимаете поиск, здесь можете написать «Выполнить», и открывается вот такая штучка. Вот, здесь вы указываете процент, пишите App, Data и процентик. Отлично. Здесь, смотрите, здесь тоже важный нюанс. Мы нажимаем обратно и переходим в Local. Либо вы можете это сделать, просто сразу написать, чтобы не теряться, потому что давайте я вам уже все буду так подробненько расскажу. Вы пишете сразу просто Local, App, Data. Да. Есть. Получается, да? Отлично. Нажимаете ОК. И что у нас? И оно открылось нам сразу же в локале. То бишь, видите, да, оно обновилось, так как-то оно получилось. Вот, дальше нам нужно перейти, найти наш любимый сталкер, дорогой. Окей, где ты сладенький? Вот, Stalker 2.
Успеваете, да? Давайте я сейчас тоже это все стараюсь, чтобы вам было все понятно. Вот это тоже, где там этот мой? Тоже куча окон. Ну да, тут понимаю, ребят. Ну стараюсь как-то донести, чтобы как бы всем было это понятно. Итак, смотрите, нам нужно AppData, Local, Stalker 2, Saved, окей, Config, Windows. Мы перешли на Stalker 2, нажимаете Saved, окей. Дальше у нас идет Config, окей, и Windows. И как видите, здесь вот этот файлик есть. Поэтому вы просто берете его, здесь копируете, нажимаете копировать. Вот, и меняете его вместе с заменой. Допустим, смотрите, это я уже его вставил. Нажимаете заменить файлик. Что в этом файлике, вы спросите? А в этом файлике следующее. Здесь автор именно по настрою настолько оптимизированный вариант, который действительно помогает приросту большому FPS, поудалял все, что не нужно, и оно действительно работает без всяких проблем. Это реально круто, поэтому рекомендую всем ставить этот пак. Вот. Опять же, если у вас, если вы не хотите вообще без ущерба графики, вы можете поставить пак без ущерба вообще. Вот здесь, смотрите, идет значительное повышение производительности без ущерба графики. Устанавливайте вот этот пак. Вот. Если все-таки вы хотите больше FPS, то я вам рекомендую поставить с незначительными как бы потерей графики, но при этом у вас еще будет больше FPS и стабильно работать. Но также самое, если у вас слабый ПК, здесь есть пак, смотрите, называется Potato Mod. Potato. Вот. Здесь ухудшение графики как бы сильно, но при этом для слабых ПК даст большой прирост FPS. И вы можете спокойно наслаждаться игрой и кайфовать. Класс, супер. Везде, в каждом из паки, в принципе, тот же самый INI, но он типа заточен уже под систему, которую автор указал. Типа средняя, там низкая, либо ультра, которую вам, чтобы просто поднять выше и более-менее как стабилизировать графику и так далее. Надеюсь, с этим понятно, ребятушки. Это первое. Дальше. Если я вам давайте тут покажу. Здесь, в принципе, автор пишет полностью, что он изменил, как оно улучшалось. За это, конечно, ему реально большой респект. Джокер, One Love. Окей. Почитайте, ознакомитесь. Очень там, в принципе, есть все настроечки, как что делать. Вот, ну, мы не будем это сегодня так углубляться. Ну, круто. Дальше, ребятушки, самое главное у нас обновление DLSS и FSR. Да-да, тот самый именно генерация кадров, которую мы используем. Но патчи выходят как бы не сильно быстро, а уже хочется какой-то фикс. Поэтому модер придумал следующее. Он уже нашел последние вариации уже непосредственно фикса для DLSS и для FSR. Вот, поэтому вам нужно вот эти файлики, смотрите, которые здесь. Engine и Stalker. И их нужно скинуть, как автор пишет, с игрой. Вот по адресу Stalker 2 Binaries Win64. До этого вы нажимаете, либо открываете свой Steam, у кого как оно удобно. Вот, а все хорошо, да, я не перекрываю. Да, вроде хорошо. Отлично. Вот, смотрите, нажимаете Stalker. Здесь у нас управление. Дальше управление. Посмотреть локальные файлы. Это как бы быстрый вариант. Если нет, то вы просто переходите, где у вас установлена игра. Допустим, это там диск D. У меня идет Steam Library, Steam Maps, Common. Вот, здесь мы находим Stalker 2. Вот, и вот наши эти папочки. Engine и Stalker. Вот, понятно, да? Вот, поэтому вы просто берете с того пака, вот этого, берете, выбираете 2 с шифтом, нажимаете Ctrl-C. Далее вы нажимаете на папочку, где у вас это. И так же самое, в принципе, всем пачкой заменяете. Что это даст? Это обновит ваш DLSS, ваш FSR до последней версии. Вот. И самое главное, автор сразу же сказал, что тех людей, которые нету генерации кадров от NVIDIA, вот, есть следующий метод, который это ставит. Я также сам рассказывал это в прошлом видосике.
Вот, тоже много про это узнавал, что куда. Смотрите, в чем суть. Я даже вот выписал отдельно. Смотрите, FSR или DLSS. DLSS — это технология, которая использует ядра на RTX картах. Обычно лучше в плане качества изображения, особенно на более высоких уровнях настройках. DLSS Quality и так далее. FSR — это технология от AMD, которая не требует специального оборудования, работает на любых видеокартах, включая NVIDIA. А вот FSR 2 и выше может быть конкурентоспособен с DLSS 3. Понятно, да? Вот, это так как бы на заметочку. В чем суть? Суть в следующем, что здесь с помощью вот это именно добавления генерации кадров для, по сути, всех карточек, да, ребятушки, для всех карточек, именно непосредственно вот эта кнопочка включить. Давайте я, наверное, буду стараться это тоже вам все показывать, потому что много вопросов, и все тоже, ты можешь хоть сравнение сделать, от души, ребятушки. За это, конечно, эксперт, прекрасно вас понимаю, поэтому буду стараться все показывать. Вот, ну а с вас реально подписка, стараюсь как могу, каждый день тестирую, сам как бы хочу играть спокойно, без всяких фризов, лагов и так далее, поэтому подпишитесь и поддержите канал, и обязательно пишите комментарии, потому что всегда стараюсь ответить, всегда мы как-то с ребятами стараемся контактовать, чтобы как бы все вместе кайфовать, чтобы получать удовольствие, потому что игрушка действительно крутая, достойна, да, оптимизация плохая, вот, но разработчики ее не бросают, и они будут ее делать, за это тоже как бы респект, вы тоже понимаете. Окей, смотрите по настройкам, заходим в графику, есть, да, здесь давайте по сути как у меня было, ну мы так в дождь не вызвали, как говорится, просадку, давайте поэтому вернем как у меня было. Так, качество текстур тут можно, качество эффектов, ну это все такое, это поверхностно, вы это не смотрите, самое главное, смотрите вниз. Как вы видите, у меня есть создание кадров от DLSS 3, чтобы вы понимали, эта штука, она работает только с карточками 40-60 и выше, ну 40-50 и выше, понятно, да? Как это сделать, как это включить? Это сделается с помощью вот этого третьего способа, который мы сейчас будем. И мы добавим полностью все обновленные драйвера. Вот, мы обновим последние версии DirectX, и это все автор указал, то бишь все в одном паке. Вот, смотрите, так же само у нас появляется даже реконструкция лучей. Что это такое? Активирует более высокое качество трассировки лучей, генерируемой ИИ. То бишь тоже даст вам прирост, но он жрет на самом деле больше FPS. В принципе, его тоже можно потом выключить. Потому что если вы используете DLSS NVIDIA на лэптопах, то желательно лучше выключить трассировку лучей, чтобы лишний раз не нагружать лэптоп и он не перенагревался. Поэтому это тоже важно. Итак, если у вас карточки уже непосредственно AMD, это там 5800, ну, короче, вы знаете, да, вот, то, и, конечно, вы используете лучше FSR 3, как видите, здесь он уже поменялся, вот, тут уже не обычный FSR, а именно полноценный FSR 3, да, вот, и так же самое включаете его использовать, вот, ставите там DLSS Balance или Quality, вот, и у вас все отлично работает. Поэтому, чтобы это все дело добавить, чтобы дело это все у нас работало, мы обязательно, давайте теперь все это вернемся. Вот. Вернулся, все хорошо, вы здесь, супер. Смотрите, на чем мы остановились. Мы остановились на следующем. Нам нужно, вот, наше добавление DLSS. Смотрите, это пак у нас называется... Есть обновление, есть добавление, вы поняли, да? По сути, тут надо поменять местами, типа вы сначала устанавливаете, а потом обновляете. А вот, наверное, так надо было сделать. Поэтому я дико извиняюсь, давайте, чтобы не путаться, и чтобы у вас было уже как бы все хорошо и по порядку. Я же тоже стараюсь, чтобы у вас было все вообще огонь, огнище, ну. Вот, поэтому, смотрите, вы ставите... Что я сделал? Добавление. Так все правильно было. Чего вы меня сбиваете, не? Это 2. А это 3. А маленькие технические неполадки, ну, с кем не бывает, да? Добавление. Так почему она не меняется почему-то у меня? А, потому что оно запущено.
Блять, дурак. Ладно, смотрите, то бишь нам нужно добавить DLSS, FSR обновление для нашей именно, чтобы добавить эту кнопочку. Здесь есть такая же штука, смотрите, здесь собраны все, прям с лицензии, последние обновления для конкретно вашей видеокарты. Вот, но именно обновление по поводу там лучей, типа вот это все системы. Вот. Есть так для карт AMD, а есть для карты NVIDIA. Поэтому если у вас NVIDIA карта, вы берете сюда. Вот это все дело просто берете, скопируете. Успеваете, да? Все хорошо там у вас? Молодцы. А вот кто не знает, то теряется, ребятушки, везде все написано. Смотрите, автор написал, что вот для тех, у кого эти штуки, вот смотрите, только для тех, у кого он не работает. Вот, белые экраны мерцают, то бишь вы это все тоже фиксите, все это все делается. Куда это все скидывать? Так же самое, заходим в папку с игрой. Это у меня Steam Libraries, Steam Maps, Command. Вот, здесь у нас Stalker 2, Stalker 2. Дальше у нас, кто там. Дальше у нас Binaries, Win64. Вот, если у вас, кстати, это как он там, Game Pass, у вас будет WinGDK. Как видите, автор уже так же самое его добавляет. По сути, оно не мешает, но лучше на всякий выбрать ту систему, которая у вас работает, чтобы она уже тоже не терялась. Поэтому эту папочку тоже можете убрать. Вот, если у вас NVIDIA, правильно, да, карточка от NVIDIA, переходим в папочку Win64, как видите, здесь вот это, в принципе, большой тут списочек всего. Вы копируете то, что мы взяли с архива. Поняли, да? Так, где он там? Ты где? Вот, например, у меня карточка NVIDIA, напомню. Берем эту штуку, здесь все копируем, нажимаете Ctrl-C, переходите обратно в папочку Win64, вот это, да? И вот нажимаете «Заменить с файлами». Вот. После того, как вы все добавили, у вас уже появится кнопка. Для тех, у кого она все равно не появилась, вы делаете следующее. Ребятушки, старайтесь все поэтапно, не спешить. А вот, ничего как бы проблем серьезных не будет, но чтобы все работало, нужно немножко действительно, ну, попотеть, как говорится. А вот, смотрите, чтобы это все дело работало, обязательно после добавления в игру не заходите, вы заходите в настройки, нажимаете пуск. Дальше параметры, отлично. Здесь у нас, смотрите, здесь у нас система. Дальше у нас идет дисплей, или кто там, блин? Да, дисплей. Дальше у нас графика. Здесь у нас изменение стандартных параметров. Успеваете? Молодцы. Нажимаете сюда и обязательно включаете планирование графического процессора. Это важно. А вот, это первое. Второе. Чтобы это так же самое все работало без проблем. Вам нужно перезагрузить систему. Да, я забыл там сказать в прошлом ролике, что да, старайтесь перезагрузить систему, чтобы у вас как бы все отработало. И еще момент, который я так же само упускаю, но видите, я вспомнил, я молодец, не надо мне кидать помидорами. Спасибо. Вот, момент по поводу, смотрите, следующего. В файле. Там, кстати, почему-то он не указывает именно в папке. А вот, смотрите, если я открою главный, то, что я смотрел, да, у него. Фикс. Поэтапный, где поэтапный, который у него. То бишь лучше открыть, вот этот зафиксировать его, потому что здесь больше всего написано полностью инструкция для каждого. И как видите, чтобы оно работало, вот я просто за это вспомнил, что это тоже я делал. Добавление. Вот. Это, кстати, главное, смотрите. Рекомендую поставить мод тем, у кого нету DLSS, в настройках игры и обязательно запустить файл Disable NVIDIA Signature Checks. То бишь, чтобы он пересоздал реестр. То бишь, те файлы, куда мы скинули, да, вы помните. Кто не помнит, сейчас покажу. Надо было сразу, согласен. У нас там, что там у нас? Stalker. Stalker Binaries, Win64. Дальше нам нужен файлик Disable NVIDIA, он такой в виде реестра, вы видите, да? Кликаете 2 раза, нажимаете да. Здесь вам пишет добавление сведения, бла-бла-бла-бла-бла. Там типа из недостоверного источника и добавляйте их в реестр. Нажимаете пошел в сраку, нажимаете ОК. Все, у вас все работает.
Вот, блин, это все делаю с открытой игрой, да? Ну вы, конечно, даете. Ну да ладно. Вот. После этого перезагружайте систему. Вот. Для тех, кто тоже еще не исполнил, то потом, наверное, покажу. Поэтому по пункту 3. Что мы сделали? Давайте посмотрим. Или это у нас будет второй пункт. Я не могу ничего изменить, потому что у меня открыто, да? Давайте я попробую закрыть это все дело. Именовать вот этот пункт. То бишь мы добавляем сначала вот эту функцию. Во, все, она была закрыть. А потом мы обновляем до последнего. Понятно, да? Смотрите, то бишь мы добавляем сначала вот эту штуку DLSS для генерации кадров. И мы добавляем FSR 3. То бишь, чтобы у нас вот это в игре, вот напомню, были вот эти кнопочки, у вас их не будет. Вот этого не будет, и FSR у вас будет обычный, не тройка. Понятно, да? А вот, поэтому, чтобы оно было, вы должны были скопировать то, что мы сделали. Вернемся обратно. Вот, мы копируем для карточек NVIDIA вот эту штуку всю. Вот, здесь сразу же мы кликаем на Disable. Окей, да, понятно. Вот, потом мы заходим, как я вам показывал, включаем аппаратное ускорение. Это у нас игры. Нет, система, дисплей. Еще лучше показать 2 раза, зато у вас спокойно все будет хорошо и стабильно работать. Ну, вот, включаете аппаратную штуку, после этого перезагружаете компьютер или ноут. А вот. И у вас тогда точно появится эта функция и будет вам счастье. Потому что это дает колоссальный прирост FPS. Оно будет лучше работать. Вот. Дальше вы потом ставите обновления. Так же самое вот эти 2 папочки копируете. Вот. И этим можно поставить наш любимый Twix от Nexus, который нам помогает. Смотрите, что он там делает. Повышение latency, бла-бла-бла-бла. Так, это он тоже опять по настройкам пошел. Ну, давайте перейдем на официальный сайт. Кто не знает, есть тоже официальный сайт. В общем, наш топ-2 сайтов, которые действительно с модами, это у нас идет Nexus и у нас идет Playground. Вот, особенно спасибо Джокеру, крутой тип. Спасибо ребятам, которые мне тоже подсказали за него. Я протестирую, это реально must have, это супер, поэтому пользуйтесь. Вот, и у вас все получится. Смотрите. Оптимизатор здесь вы можете поставить на русский язык. Вот. И что она дает? Повышает эффективность ЦП и ГП, уменьшает задержку, ускоряет загрузку и время ее загрузки. Также само в областях оно может увеличить FPS от 3 до 10 кадров. В принципе, лишним не будет. Поэтому этот мод также само вы используете. Как это сделать? Вот. Смотрите, здесь, кстати, автор его обновил уже конкретно под конфиг 5-й версии. Напомню, что если у вас выходит какой-то патч, вы также само переходите на официально вот эти моды и прочее и смотрите, вышли ли обновления, потому что мод подстраивается под каждый вышедший патч. Если вы, допустим, поставили мод 5, а потом вышло там патч 1.0.4 или 1.0.10 и так далее, вы должны также само зайти и желательно обновить также само мод, чтобы у вас все работало. Это тоже важно. Окей, как добавить моды? Смотрите, здесь вот так вот файлик выглядит. И обязательно, кстати, используйте, смотрите, здесь есть основная версия, которая по сути с Nexus. А автор уже с Playground, Джокер наш любимый, дорогой, он уже ее даже немножко проапгрейдил и добавил как типа улучшенный вариант. Больше даже производительности. Вот, куда скидывать этот мод? Я сейчас покажу. Кто не знает, кто этот... Лучше добавление видеокарты не поддержит замена бла-бла-бла-бла-бла. Хорошо. Смотрите, куда это сделать. Опять же, открываем нашу инструкцию. Здесь у нас он, в принципе, все написал. Я его тоже разделил. Папки для повышения FPS. Смотрите, нам нужно, опять же, Stalker, Content, Pax и создать папочку Mods. Вот, как это сделать? Так же самое, мы можем быстренько это сделать через Steam. Управление, просмотреть локальные файлы. Здесь у нас Stalker. Дальше у нас контент. Вот, успевайте, все хорошо, а то бывает спешу. Ну, ничего страшного, успевайте. Так, нажимаем Pax. И здесь, как видите, есть такая вот папочка Mods. Ее нужно создать обязательно с вот такой штучкой тильда.
И как видите, я использую так же самое этот мод, потому что он, в принципе, тоже оптимизирует систему. И с нашими обновлениями уже на DLSS, на функцию DLSS 3 и FSR 3. Вот. И оно все работает без проблем и только плюс. Вот. И также я использую еще No Shader Map. Это чтобы вот это пропустить компиляцию шейдеров. Вот. Так же самое, ссылочку я оставлю все под описанием. Вот, пишите всегда комментарии, ребятушки. Стараюсь помочь, стараюсь всегда ответить. Стараюсь реально как-то вам и угодить, и сам как бы кайфовать от игры, потому что действительно оптимизация так бы слабовата. Вот, но надеюсь, вам это все поможет, и за это вам просто рекомендую подписаться на канал, поставить лайк. Всегда рад и от души в душу. Хо-хо-хо. Ну, итак, мы поставили мод. Мы поставили No Shader. Смотрите, по компиляции шейдеров, как бы, если вы тестируете, если вы тоже играете с настройками, вы можете его поставить, быстренько заходите в игру, и у вас, в принципе, вы не ждете время и сразу можете тестировать. Если вы все-таки более бережете свою систему, не хотите тоже каких-то там случайных ошибок, хотя я не замечал, всегда использую, вот, я рекомендую этот мод. На тех, кто не знает, его, в принципе, можно перейти на сайт Nexus, здесь пишите No Shader. Давайте перейду на английский. Вот. И по сути вот он, этот типа модик. Вот, ничего сложного, тут просто один файлик, его скачиваете и устанавливаете в ту папку, которую я вам здесь показал. Вот, это основное. Поэтому, ребятушки, давайте еще раз пробежимся. Перейдем на нашу инструкцию. Что мы сделали? Мы поставили мод, который действительно нам оптимизирует систему. Этот конфиг именно с настройками, которые автор сделал и подобрал исключительно под каждую систему. За это реально большой респект. Поэтому вы используете, если у вас хороший мощный ПК, используйте ультра. Если у вас средний ПК, используйте с незначительной потерей графики. Если вы хотите супер FPS, то используйте для слабых ПК. Вот. Так, без ущерба, что еще забыл? Еще есть личный, кстати, тоже это. Автор сделал личный свой конфиг, в который он именно, он, видите, подгонял тоже под свою систему. Ну да, у него тут 20 тысяч, у него хорошая видеокарта и так далее. Тоже можно протестировать, тоже есть описание. Вот, что он сделал, что он обновил, поэтому также самое рекомендую. Вот, еще раз, то бишь у вас если сильный компьютер, ультра, если средний, то с незначительными, смотрите, вот этот пак с незначительным ущербом графики. Для очень слабых ПК это у нас с ухудшением, но при этом FPS у вас поднимется, вы спокойно можете играть на видеокарточках, там, я не знаю, 1650, там вообще 8, там 700 какие-то там. Вот, поэтому на потато у вас должно быть все получиться. Есть. Дальше мы обновляем обязательно добавляем функцию DLSS и FSR. Есть. Обновляем это все до последней версии. Есть. В принципе, я думаю, оно там взаимозаменяемо и можно даже... лучше обновить. Окей, четвертое, мы добавляем вот этот Wix, который нам помогает тоже немножко снять производительность, то бишь поднять производительность и снять потребление мощности для игры. Вот, ну и загрузка компиляции и так далее. Плюс тут здесь у него есть пак на повышение еще производительности. Честно, я их не тестировал, поэтому если вы хотите, можете поставить по сути все эти моды, и тоже у вас как бы проблем не будет. Фуф, так, теперь как это работает и как убрать нашу штуку по поводу именно утечка. Ребятушки, самое главное, это давайте теперь, наверное, все-таки закрою игру. Или давайте покажу вам мои настройки. Смотрите, у меня RTX 3060, 5600. Я здесь ставил высокие и средние, там где у вас написано на снижает производительность, вы ставьте всегда там может среднее. Там где волосы однозначно на низкие, это 100%, потому что это тоже жрет до хрена. В принципе это может пофиксить в дальнейшем, пока нет. Дальше, в общем тут средние, высокие, если у вас RTX 3060. Если у вас все же... меньше конфигурация, то ставьте уже там средние, низкие.
Вот, но самый главный прирост, смотрите, если у вас карточки 3060, это мы выбираем DLSS, вот, и ставим баланс, либо quality. Вот, если у вас все-таки идет выше, вы там можете спокойно поставить уже DLSS на Ultra Quality, либо DLA. Вот, если у вас идет с карточкой уже AMD-шной, то вы можете спокойно ставить FSR, Frame Generation, вот, его используйте. Вот. Но для моих настроек, у меня как бы видеокарточка от NVIDIA, у меня идет DLSS, я ставлю баланс, и конструкцию лучей можно выключить, чтобы не нагружать лишний раз. Обязательно нажимаю создание кадров. Вот. В чем разница, ребят, смотрите, то, что DLSS непосредственно, все-таки даже я сейчас затестировал, что он немножко снижает потребляемую мощность для лэптопа и действительно работает лучше. Но с FSR 3, если тестировать, там будет, что он не использует ядра, вот, и будет меньше нагрев. Вот, поэтому тоже можно с этим поиграться, но я использую именно DLSS-ку, вот, и я использую масштабированный баланс. Надеюсь, с этим понятно. Самым главным, ребятушки, чтобы у вас не было утечек. Я могу это не сохранять? Чтобы у вас не было утечек. Так, давайте поправешу. У меня тут я ничего не сохранил. Так, качество текстуры. Смотрите, у меня, например, пусть будет средний, потому что я записываю, у меня просадка немножко есть. Давайте я вам покажу это все дело. Детализация объектов. Вот в детализацию можно выше. Производительность можно средняя. Материала, допустим, тоже не влияет. Поставим, пусть средняя будет. В общем, наша задача сделать так, чтобы у нас видеокарта не работала на 97, на 100%. Надо, чтобы она работала спокойно, стабильненько, там 70-80. И тогда, когда у вас будут большие города, у вас не будет этой утечки, блин. А вот, сглаживание, все это поубирали, потому что мы это в конфиге там все поменяли, и у нас будет оно лучше. Здесь баланс, и конструкция выключили. Вот, создание кадров включено, все тут есть. Окей, нажимаем Fair. Есть. По дисплею, ребятушки, самая главная проблема в том, что чтобы действительно убрать нагрев, чтобы убрать именно загруженность вашей видеокарты, вы должны залочить FPS кадров. Понятно, да? Вот, например, я тестировал, давайте сейчас вам покажу. Вот сейчас у меня не залочено. В принципе, я и хотел вам показать. Вот, и должна быть как бы утечка кадров, особенно в Терраконе, потому что в других городах уже как бы нету его. Ну а здесь все-таки встречается. Особенно сейчас давайте я вам покажу. Единственное, я, конечно, менял конфиги, а игра была запущена. Так, конечно, делать нельзя. Надо обязательно выйти с игры, добавить там все показатели, как что мы делали, и тогда только. Ну да ладно. А вот, как видите, смотрите, у меня 120 кадров. Алло. Это при том, что у меня включена даже запись. Угу. Вот, то бишь это мы офигенно работает обновление последних DLSS и этот FSR. Вот, это у нас оптимизация уже от модов идет, поэтому рекомендую, это будет просто огнище. Вот, с вас подписочка, не забываем, спасибо. Вот, давайте теперь протестируем самую главную проблему, и может получится у меня вызвать эту утечку. В основном она вот здесь на свалке, тут больше всего прогружается, напомню. И чтобы это избежать, вам просто нужно залочить ваши кадры. Допустим, если у меня вот показывало там 120, 90, да, показывает, то я могу залочить где-то на 70, на 80 кадров, и это, в принципе, уже будет с головой, но зачем выше? И тогда вот у меня система, даже в больших городах, видите, сейчас видеокарта 93-97. Но как только я где-нибудь сейчас словлю большую загрузку, будет утечка. Поэтому проблема в утечке это только когда у вас не хватает памяти. Вот. Опять же, если у вас там видеокарта 12 гигабайт с видеопамяти, конечно, у вас не будет такого. У вас просто будет колоссальный прирост, вы можете, в принципе, даже не лочить и, в принципе, спокойно играть. Но для тех, все-таки, у кого видеокарта там 6-8, это все-таки есть такое. Вот, ты смотри, зараза не появляется. Ладно, когда начинал ставить, она у меня тут... О, есть! Ха-ха, словили! Видите? О, как только мы хотели выходить, вот ваша утечечка. Вот она, видите, на блюдечке, блин. Хотя у нас все работает, поэтому запомните, моды и оптимизаторы, они не убирают утечку. Это вам кто-то льет в уши, что она там что-то делает и так далее. И видите, вот это жесткая утечка кадров.
Поэтому, чтобы этого не было, и чтобы у вас не было перерыва, видите, у меня видуха на 98 и сотку. И все, вам ничего не поможет, кроме как перезапустить игру и так далее. Поэтому, чтобы это избежать, вам нужно залочить кадры, и тогда у вас будет все стабильно работать. Как это сделать? Сейчас покажу. Давайте уже теперь не будем убивать мой компьютер. Вот, выйдем с игры. Ну, по крайней мере, вы увидели, что я, например, поднял настройки, плюс там у меня запись, плюс у меня MCI-ка запущен, этот мониторинг. Вот, и видите сразу вот эта утечка, поэтому вы должны дать системе, чтобы она дышала. Вот, чтобы у вас она работала стабильно. Пусть она будет у вас стабильно, как говорится, зачем вам выше там 100 кадров, зачем? Вот. Ну, конечно, если у вас мощный компьютер, вы хотите там, как говорится, кайфовать с большим, как говорится, FPS и так далее, ради бога. Вот, чтобы это сделать, смотрите, все гораздо проще, чем вы думаете. Но при этом мы поставили моды, мы включили генерацию, мы включили FSR 3, Generation 3 от DLSS. Вот, переходим непосредственно в NVIDIA. Вот. Здесь у нас, смотрите, идет управление параметров глобальное и программа настройки. В программе настройках у вас должно быть вот это Stalker 2. Здесь его добавляете. Вот. В глобальных настройках, смотрите, первое, что нам нужно, обязательно, повторюсь, для многих, размер кэша шейдеров. Если вы поставите его на 100 гигабайт, у вас гораздо будет меньше шансов словить утечку памяти. Это первое. Вот. Второе, режим низкой задержки. Насчет этого, смотрите, режим низкой задержки, я уже как гуру, знаете, я уже столько уже протестировал это все дело. Все играют, давай, включай, вот, чтобы не было типа большой задержки. Смотрите, в чем прикол. Если мы это дело включаем, оно жрет систему, по сути. Вот, ну, так как у нас генерация кадров и у нас мы сейчас залочим, как бы, чтобы сделаем залочим FPS, вот, залочим эти кадры, мы можем это включить. Но если вы используете ультра или вкл на слабых ПК, у вас это может где-то процентов 10-15 забирать систему. Поэтому попробуйте, если у вас очень сильно слабый ПК, лучше даже не включать, пусть она будет с задержкой. Ну, а так, конечно, включайте просто на вкл, как у меня, по сути, вкл. Это так. Думаю, тоже кому-то будет полезно. Фух, дальше, если у вас ноутбук и прочее, смотрите, здесь мы ставим предпочтительный режим максимальной производительности. Понятно, да? Вот. Оно вот кажется, что мелочь, ребятушки, вот эта, блин, панель NVIDIA, она делает очень многое. Как бы ваше сердце, вот, ваша, как говорится, система, ваша видеокарта обязательно. Дальше, смотрите, мы здесь находим максимальная частота кадров. Что это такое? Мы ставим максимальное значение, выше которого в любой игре, в которую вы не заходили, у вас не будет выше такой-то ред. Так как у нас сталкер сейчас пока еще как бы развивается, улучшается, лечится, вот, вы просто нажимаете, допустим, вот я сейчас затестирую, у меня было 120 кадров, мы зашли на свалку в Терракон, у нас там сразу просадочки было 90-80, правильно? Вот, поэтому я беру, чтобы не нагружать свою систему, включаю эту штуку, нажимаю, допустим, пусть у меня будет 70 запасом, вот, и нажимаю применить. Чтобы как бы у меня был и запасик, и сильно оно типа не нагружался. Типа зачем мне вот эти там 30 FPS и так далее, правильно? Вы спросите, а зачем ты тогда ставил моды, чтобы было много FPS? Ребятушки, ну мы это делаем для того, чтобы у нас система, во-первых, сделала лучше картинку, раз. Мы это делаем, чтобы она у нас была не сильно загружена. Что, когда вы, например, фигачите на 100% видеокарту, но у вас там 130 FPS, но при этом вы бегаете, вам достаточно 60, ну зачем? Но при этом вы снизите именно потребление вашей мощности на компьютере. Вот поэтому лучше залочить кадры, и у вас не будет нарыв и перегрузка. И самое главное, утечки памяти. Поэтому вы поставили мод, вы поставили обновление, вы установили генерацию кадров. Супер, перезагрузили компьютер, зашли в игрушку, протестировали. Сколько у вас максимальных кадров, сколько у вас средние кадры. Смотрите по среднему, если у вас там работает, допустим, 90-80, да,
Вот, все, поставьте на 60, на 70, можете 80, 90, можете 100 поставить, я ж не знаю, что вы хотите смотреть от игры. Вот. Но при этом не забывайте о том, что когда вы играете, допустим, когда там жесткий замес, когда уже будут там финальные сцены и так далее, вот, у вас будет жесткая просадка и будет вот эта утечка по факту. Вот, поэтому моя рекомендация, поставьте значение кадров на 20% меньше, чтобы у вас система не нагружалась на 100. Понятно. Мы здесь поставили, приняли, нажимаем программные настройки. Здесь так же само. Продублируйте частоту кадров, нажимаете вкл, и так же само ставим, допустим, 70. И тогда ваша система уже не даст вот этому хищнику Сталкеру 2 по оптимизации, а вот эти 120 FPS, которые нам нахрен не нужны. Нам нужно что? Чтобы игра у нас работала. Да, она пусть будет работать там 60-70 кадров, 100 кадров, но при этом она будет работать, ребят. Вы будете спокойно проходить игрушку, кайфовать, и, блин, ну это круто. Вот, это мы поставили. Так же само нажимаете там 70 кадров, окей, и применить. Есть, есть. Вот, и после того, как мы это все поставили, мы залочили кадров. Здесь, в принципе, тоже можете на всякий случай перезагружать. Старайтесь перезагружать, потому что ваша система будет уже сразу переконнективаться. Вот, мы заходим непосредственно в игрушку. Вот, и посмотрим, как оно что, словим мы утечку кадров или нет, утечку памяти, извиняюсь. Вот, но я как протестировал уже какой день, вот, вам заверяю, что у вас она уйдет. Ну, потому что логически, мы нашли логическую цепочку, вы поняли, да, поэтапно. Мы оптимизировали систему по загруженности, раз. Мы обновили все DLSS, мы обновили все библиотеки, нам нужны, два. Третье, мы поставили мод, да, который твиксов, который нам тоже дают какой-то прирост, и оно работает. Вот, мы включили непосредственно, ну я вам говорю, да, создание кадров от DLSS. У нас теперь не FSR, а FSR 3. Напомню, все карточки, которые новые, у вас уже это есть. Если у вас этого нету, вы должны что? Перейти на официальный сайт от NVIDIA или AMD-шки, поставить последний драйвер и так же само не забыть включить аппаратное ускорение в системе. Вот, это очень тоже важно, ребятушки. Буду повторять, вы скажете, блин, затянул. Ребят, ну стараюсь без воды, от души в душу, алло. Вот, поэтому давайте там тоже немножко поскромнее, поуважительнее, потому что как бы стараемся, делаю, чтобы все кайфовали. Потому что, ну блин, Сталкер это крутая игрушка, много фанатов, мы все ее любим. Да, она не оптимизирована, но разработчики же ее не бросают, они ее делают. Вот, поэтому пока они ее делают, мы можем уже как бы кайфовать, особенно с теми, у тех людей, которые реально компьютер, ну, хорошие. Ну, по сути, ну, у нас, ну, например, мне просто немножко, да, было обидно, что у меня, да, там RTX 3060, вроде бы ноуту там сколько, 2 года, да, или год-полтора, вот, а у меня, блин, сталкер на там 30 FPS, ну, это куда деваться? Вот поэтому приходится, да, вот такие штуки, да, с помощью костылей и пряников мы это все... Опять же, ребятушки, большое спасибо вам, который действительно делится, пишет комментарии, пишет мне в Telegram, пишет мне в Discord, так же само подписывайтесь, всегда рад помочь. Ну, для меня это не сложно, я сам кайфую, когда люди приходят, ну, обращаются, мне не сложно, я не ловлю тут какой-то жесткий там хайп или там 1000 миллион просмотров. Не, ну, конечно, приятно было бы, но, ребятушки, я за позитив, я за движ, я за уф. А вот поэтому мы залочили кадры. Смотрите, здесь в игрушке я как бы тоже 60 когда-то ставил. Ну, то фигня. Если вы залочили это в панели управления, кстати, да, важный вариант, момент. Если вы залочили в игре, а это не означает факт, что она будет работать. Самое главное, у вас панель управления NVIDIA. Или панель управления там, кто там, AMD-шка. Вот. Поэтому, если вы заблокировали там, и здесь типа что-то меняете, оно не будет работать здесь. Потому что у вас панель управления главная, то бишь это у вас, вы вбили это значение как основную задачу, которую должна выполнять в первую очередь, а не вот это то, что у вас в игре. Игра, это уже второстепенная штука. Итак, давайте теперь посмотрим, что оно куда. Можно разговаривать долго, но, ребят, стараюсь же просто объяснить, чтобы всем было понятно. Чего вы начинаете, правильно? Вот, в общем, мы включили... Блин, эту частоту кадров поставлю. Ну, давайте на всякий случай я уберу. Но она не работает. Смотрите, у меня, видите, 70 показывает.
А тут 60. Посмотрите, я сейчас поставлю 30 FPS. Поменялось что-то? Да нифига. Поэтому панель управления это наше все. Окей, нажимаем продолжить. И как видите, вот сейчас даже при загрузке у меня система будет работать на 60-70%. А то и ниже. Класс? Класс. Вы спросите, как так? Ребятушки, а потому что вы досмотрели до конца видос, у вас все получилось, я стараюсь повторять, потому что, многие не успевают. Вот, и смотрите. У нас спокойненько, что фигово? Я считаю, достойно все. Все работает. Вот, переключаюсь на оружие, стреляю. При этом, смотрите, задержка у меня 14. Там можно это еще, кстати, тоже, вот видите, 8. Не 50, не 70, правильно. А вот. И как видите, у меня RTX 360. Вот, давайте так, на контейнере. 52%, 59 градусов. Класс? Класс. Я не убиваю свой компьютер, моя видеокарта дышит, у меня работает сталкер. Я вам больше скажу, я его могу поставить теперь на высокий, и у меня будет так же самое все работать. Ну, будет типа уже, когда какие-то большие замесы, возможно, вот видите, по вот этой моей елочке новогодней, вот, видно, что вот она немножко там пыхтит. Вот видите, я начинаю, она пыхтит. Вот. Надо свою елочку что? Беречь. Берегите свой компьютер, берегите ноутбук, поэтому без этого. Теперь давайте попробуем зайти в город. Безусловно, просадки будет, вы не забывайте. Но смотрите, как я плавненько зашел. 57, 50, было 58, хорошо, хорошо. Но у нас нет утечки. У нас все работает. Давайте зайду. Да, когда заходим, тут мы ловили, по сути. Всем привет, с Новым годом! Хо-хо-хо! Ага, смотрите, тут все-таки жует его. Ну, это еще, кстати, тоже можно учитывать. Это проблема уже непосредственно, скажите, я скажу, сохранением. Я это сохранил. Если я сейчас перезапущу сохранение в другое место, у нас не будет этого. Давайте, кстати, попробуем. Кстати, я не знаю, получится оно именно... Перезапустить. Надо перезапустить игрушку. Да, есть эти утечки, но опять же, тоже сейчас с сохранением. То, что я сохранился, оно залочилось по конфигу, который был. Вот, давайте попробуем перейти на другое. Как оно будет работать. Все нужно тестировать. Все нужно работать, чтобы оно работало. Так. Немножко прогреется у нас тут. Давайте пусть подождем. Конечно, рекомендуется лучше перезайти. Вот, но Терракон это, мне кажется, самая такая проблемная зона. Кстати, я бегал на Залесье и так далее. Там вообще проблем не было. Но Терракончик я всегда здесь стараюсь тестировать это все. Все прогрелось нормально. Прогрелось мое солнышко. Давайте попробуем еще раз. В любом случае, уже у нас система не будет перенагреваться, ребят. Уже это будет шансов у вас меньше. Вот, оно не убирает на 100%. Я вам не говорю, что оно убирает на 100%. Плюс, опять же, можно поставить настройки меньше. Вот здесь, кстати, хотелось, видели? Как только к зданию подходило, оно хотело. Так, все, прогрузилось. По крайней мере, видите, FPS держит. Даже нужно поставить 60 FPS, потому что игрушка, да, она, кстати, ловит где-то, может, то, что я неправильно залочу FPS, чтобы 60 было, тоже возможно. Потому что я тестировал на 60, у меня не было уже утечки. Давайте попробуем зайти. Да, вот это самая зона, когда прогружаются NPC-шники, туда-сюда. И теперь выйдем. Как видите, уже держит. При этом я даже не перезапускал игру. Угу. И это действительно радует. Поэтому, ребятушки, сделайте вот этот способ, который я вам говорил. Я считаю, это единственный такой must-have, который действительно помогает. И я вам это доказал. Да, я записал как бы длинное видео. Да, я тут где-то, может, где-то ошибался. Ну, все мы не идеальны. Но при этом, ребятушки, я стараюсь, чтобы у вас все было хорошо. Вот, например, если мы зафиксировали утечку, я думаю, надо поставить даже 60 кратеров, чтобы мы тогда еще меньше, чтобы не было пика. Если у вас вот этот будет пик, пика-пика, вот, не этот пика, вот, и у вас вот такая сильно будет и лесенка, то действительно будут проблемы. Но если вы оптимизируете систему так, что у вас не будет сильно перезагружаться ваша видеопамять, либо процессор, то у вас будет все спокойно, вот так вот, видите, спокойно работать. Даже я не перезаходил, у нас, видите, все работает.
Вот, поэтому, ребятушки, надеюсь, видео вам понравилось. Давайте немножко постреляем, может, что тоже. Кстати, ну тут на это, в основном, когда вот подходишь к Террикону, вот самая проблема места. Давайте еще раз проверим. Мало ли, не верите, скажете, да, нас надули. Давайте я сейчас специально буду его немножко... Ну, по крайней мере, видите, у меня нет тут вот этой утечки, ну, не то, что утечки, у меня нету загруженности такой. Ну что, вот я живу, Террикон, вот самый такой сейчас, блин, дисбалансная такая местность здесь. При этом, опять же, что я там по настройкам, давайте проверим настроечки. По настройкам я там вставил, вот, например, детализация объекта высоко. Для моей карточки, я вам говорил, мне бы лучше даже ставить это на среднее, чтобы не было такой сильной просадки тоже. Либо ловим такого жука. Ха! Вот, но ловим мы это потому, что вы, когда в больших городах у вас сильно идет прогрузка, плюс, опять же, не забывайте, у меня работает MCI-ка, у меня работает OBS-ка, вот, и... Нельзя во время процесса менять вот так вот резко на настройки. Это нужно все-таки делать более на таких открытых местностях. Вот, кстати, он такой вот тоже вам примерчик, почему у вас выскакивает. Вот. Поэтому, ребятушки, тестируйте, пробуйте. Да, есть косяки, да, есть какие-то нюансы, но вот этот именно мод по установке всех показать, который он показал, он реально работает. Вот. Но он не избавляет на 100%. Честно, он не избавляет. Потому что здесь больше нужна оптимизация именно вашей системы. Вот. Например, если я, кстати, без записи, я вам клянусь, у меня работало без утечки. Я играл, не знаю, 5 часов в Сталкера, у меня все было отлично. Но я лочил на 60 FPS, я тестировал без записи, без... Кстати, с MCI Afterburner, вот, и все работало. Вот, поэтому пробуйте, надеюсь, видос был полезный. Вот, не забывайте подписываться, ставить лайки. Всем добра, пишите обязательно комментарии, стараюсь ответить. Вот, не забывайте про Telegram, Discord, ВК-видео выкладывать, также самые видосы. Вот, поэтому вам добра, с наступающими вас праздниками, всего наилучшего. Сталкер жив, сталкер будет, поэтому всем хорошего настроения. Пока. Фух. Долго я там записал, давайте посмотрим. Почти час, 57 минут. Вот это, конечно, я дал. Ну, как говорится, от души в душу, ребятушки. С Новым годом. Ауф.